Друзья, всем большой привет! Сегодня с вами речь пойдет о одной из самых крутых СТ-шек на 10 уровне, это Леопард 1. Должно быть интересно, присаживайтесь поудобнее, поехали. Леопард 1 это средний танк Германии, расположился на 10 уровне. Ветки немцев, соответственно, перед ним идут все машины прикольные, начиная с Индиан Панцер, дальше Леопард ПТА, тоже хорошая машина, и Леопард 1, соответственно, венец этой ветки. Машина крайне получилась крутая, имеет ряд достоинств, и один самый большой его недостаток, это то, что у него картонный корпус. В остальном, танк просто огонь. Его перебалансировали, как я понимаю, видим, что у нас пробитие базовым подкалибром 278, голдовым 323, Альфа Страйк за выстрел 420, то есть... По 420 мы пуляем за выстрел, а это очень-очень много. Разброс 0.29, сведение 1.7. Пушка крайне точная. Леопард это действительно танк-снайпер, который способен стрелять на дальнюю дистанцию и наносить большой-большой урон. По динамике, по мобильности машина в целом очень подвижная. 20,67 лошадей на тонну, 70 вперед, 23 назад. То есть можно быстро занимать позицию, вести отстрел по движущимся мишеням. Тем более у нас основной снаряд это подкалибр, который летает как лазер. И, друзья, это нужно учитывать. Леопард это создана машина для перехвата легких и средних танков. Конечно, она может пулять и по тяжам, но ваша основная цель это средние и легкие танки. А для этого танк идеально подходит. По сборке я поставил себе вентилятор, досылатель и стабилизатор. Многие друзья меняют стабилизатор на оптику. То есть вариаций в развитии танка много, объективно говоря. Ну, для меня это самая оптимальная сборка, на которой мне максимально комфортно играть. По прокачке перок экипажа это боевое братство, плавный поворот башни, плавный ход, бесконтактная боеукладка, радиоперехват. То есть также я добавил сюда маскировку. Видим, что маскировка в моей сборке 29,7 в стоячем положении, 23,04 в движении, что очень даже неплохо. То есть в принципе машина может быть скрытым охотником, тем более если знаете, как работает обзор в нашей игре, сможете комфортно атаковать противников. Сразу скажу, друзья, машина не для новичков, потому что она хрустальная, не прощает абсолютно ошибок, потому что вас будут критовать в любую проекцию. Иногда что-то может отлететь от маски, но в целом любой выстрел в вас будет просто выносить пол танка. И это нужно учитывать. Запас прочности на этой машине небольшой, 1850. Это на порядок меньше, чем у большинства СТ. Поэтому сейчас мы с вами перейдем в Collision, а дальше посмотрим бой и более детально будем разговаривать, кому эта машина нужна и как на ней играть. Поехали в Collision. Collision модель, друзья, этого танка выглядит таким образом. Видим, что у нас ВЛД 118 мм, НЛД 80, щеки по 100 мм. Щеки башни 170 кое-где, если прям в край стрелять. Если ближе к маске, там 130, маска 76, но это экран, за ней еще есть зона. То есть в маска, в принципе, что-то может отбивать, но в остальном, как видите, танк, он крайне-крайне рыхлый. Борта здесь также рыхлые. Вся машина, вся ее проекция, это большая-большая уязвимая зона. Поэтому вы должны понимать, что дистанция это ваш друг. Лезть на передовую на этой машине смысла нет. Вы должны занять позицию, дать отстрел и менять позицию. Машина позволяет, есть хорошая динамика, поэтому брони здесь, друзья, нет. Кто бы что ни говорил, здесь ее просто нет. Вы должны это учитывать при игре на этом танке. С этим разобрались, теперь поехали в бой. Бой, друзья, у нас на карте, как видим, Эрленберг. Игрок с ником Топ B52 играет полностью в боновом весе. У него боновый вентилятор, боновый стабилизатор и боновый досылатель. Также есть инструкция на стабилизатор. Видим, что у него заряжено большинство подкалибров голдовых и также играет с доп-пайком. Сетап в этом бою довольно-таки интересный, много целей опасных для Леопарда, тот же Chieftain, тот же 121Б, Прогета, это все машины, которые в принципе могут вас контрить, и вам нужно быть в этом плане очень-очень осмотрительным и рассудительным, так сказать. Игрок нанесет огромное количество урона, то есть бой реально рекордный по урону, из того, что я видел за последнее время. Бой, соответственно, конечно, на мастера, поэтому будем с вами смотреть. Пока он едет на позицию для отстрела, друзья, запоминаем также эту позицию, отсюда можно вести бой и огонь по центру. Главное, чтобы был свет от ЛТшек. Леопард очень-очень комфортная машина для стрельбы на дальние дистанции. У нас подкалибр летает как лазер. Видим первый шот, 524 урона есть за выстрел. Едет ТВПшечка, грузит голдовый, еще один подкалибр, дает в башню ТВП, 397 урона уже есть. Как видим, буквально 2 выстрела, 1000 урона уже в копилке. Подкалибры голдовые летают со скоростью 1613 метров в секунду, обычные 1480, то есть чуть помедленнее. В любом случае, это лазерные снаряды, которые на любой дистанции с минимальным упреждением будут поражать ваших противников. Главное
знать, по кому стрелять. Потому что все-таки, хоть пробитие и очень хорошее, но все-таки что-то танки способны отбивать. Светится кранваген, дает ему шот, 420 урона. Видим, что ведет размеренную стрельбу. Здесь он находится на порядок дальше, чем противники. Можно спокойно вести огонь. Позиция, благо, позволяет. Тем более видим, что на дистанции очень даже неплохо получается забрасывать. Буквально прошло у нас 1,5 минуты боя, 2100 урона у него уже в копилке есть. Как вы понимаете, глядя на это, урона будет действительно дофига. Давайте поговорим пока о танке, пока он меняет место дислокации и угол атаки. Кому эта машина, друзья, подойдет? Машина требует определенного скилла и знания карт, потому что чаще всего вам необходимо вести бой с дальней дистанции. А для этого вам нужно реально понимать, куда поедет противник. Потому что иначе вы будете умирать очень быстро. Видим, что запас прочности, как я уже вам говорил, 1850. А это очень и очень немного, друзья. Ставить закалку, соответственно, этот танк — это глупость. Поэтому нужно относиться с пониманием к тому, как машина играется. Видим, что он не простил ЕБР в движении. Из-за того, что снаряды подкалиберные быстро летают, очень комфортно работать по движущимся мишеням. Счет у нас на данном этапе 2-2. В принципе, союзная команда удерживает позиции на правом и левом флангах, но в центре они проиграли против тяжей. Ну, конечно, в принципе, чему удивляться, Chieftain во вражеской команде крайне сильная машина. Если вам интересно было бы послушать мое мнение по Chieftain, напишите об этом в комментарии. И, кстати, друзья, если вы впервые на канале, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите любой комментарий. На все комменты я отвечаю, поэтому буду рад почитать и ответить на ваши вопросы или же предложения. Видим, что он ведет дальше огонь, дает в Попрогетто 430 урона, ставит его в каток. 3700 урона у него уже есть, прям такой настрельный очень получается бой. Действительно, здесь пока ему не встречались противники, которые в прямом с ним контакте могли бы составить ему какую-то конкуренцию. Они все против него бортом. Да, бывают снаряды, которые летят просто не в бронирование, а в какие-то дурацкие экраны, то есть на дальней дистанции бывает и такое. Не всегда же все выбивать. Подъехал в упор Хэвик, если он на фугасах, может вынести ему полтанка. Работает от засвета. Очень аккуратно отъехал, чтобы не засветиться после выстрела. То есть игрок, видим, что прекрасно понимает, как работают механики в нашей любимой игре. ВНЛД дает шот по Хэвику. В принципе, будет его здесь, я так полагаю, разминать. Так вот, давайте вернемся к вопросу, кому эта машина нужна и как на ней играть. Я для себя отметил то, что Леопард, как я уже сказал, это танк дальнего боя, и нужно учитывать это при выборе этой машины. Потому что хрустальные танки игроки в нашей игре не любят. Все любят альфовые машины, у которых есть бронирование. Думаю, вы со мной в этом вопросе согласитесь. А здесь альфа хоть и есть, но брони-то никакой нет, и это нужно реально понимать. Поэтому играть нужно очень осторожно, а для этого нужно иметь знания карты. Поэтому, если хотите прокачать ветку Леопарда, машина действительно интересная и хорошая, но я вам рекомендую немного поизучать карты и посмотреть как можно больше реплеев на этом танке. Если вы посмотрите реплеи, будете понимать, как топовые игроки на них играют, вам будет гораздо проще эту машину реализовывать. Посмотрев какое-то количество боев, вы сможете для себя сформировать модель игры на этой машине. И в таком случае, когда вы будете понимать, на что машина способна, сможете ее очень комфортно и эффективно, что самое главное, реализовывать. Потому что большинство танков в нашей игре, они играются вдумчиво. То есть, если вы хотите играть на десятках, вы должны быть эффективны. Должны быть эффективны, потому что, ну, давайте будем честны, никому не хочется отлетать после одного выстрела в ангар. А для того, чтобы не отлетать после одного выстрела в ангар, вы должны понимать, на что ваша машина способна. Видим, что здесь он ведет крайне скилловую стрельбу, подъезжает и отъезжает на 25 метров от куста, для того, чтобы не светиться после выстрела. Это позволяет ему наносить урон по целям. Разобрал он уже гриля, добирает кранваген, здесь он должен был засветиться. Но нет, не светится. Возможно, играет также с маскировкой. Поэтому, друзья, я советую вам реально потратить время, посмотреть, как играть на хрустальных танках. Реплеев, благо, очень большое количество. Очень много топ-реплеев, где нанесено огромное количество урона. Поэтому потратьте время, это вам поможет, в принципе, понимать, как выбирать позицию на тех или иных машинах. Не просто так, друзья, создавался сайт Вот Replays, на котором можно это все посмотреть и изучить. В остальном, мне машина очень даже зашла.
Очень понравилось. Это альфовый реально среднячок, который летает как ЛТшка. 70 км в час. Это очень-очень высокая скорость, сами понимаете. Поэтому must have в любом ангаре, если вы реально любите средние танки, машина вам зайдет, тем более после апа. Он и до этого, насколько я помню, был очень даже точным. Но сейчас, благодаря тому, что мы сделали такой приятный альфа-страйк, играть на нем гораздо комфортнее. И в целом реализовывать машину можно на большинстве карт, ну, за исключением городских, там, Руинбергов, всяких Химмельсдорфов, то есть там могут быть реально проблемы с реализацией, особенно на Химках, потому что карта городская, там очень комфортно себя чувствуют тяжи, Леопарду там будет сложновато. Но при должном подходе, если играть через гору, играть вдумчиво, так сказать, то, думаю, проблем тоже не должно возникать. На любой машине есть ряд ограничений, с которыми приходится мириться. Видим, что ему не везет в этом бою с Удасами, они то не летят в него снаряды, то просто попадают в экраны. Хотя есть обзор у меня на Удас, посмотрите, кто не смотрел. Шикарно подрывает БК про Джета Удасу. Люблю выстрелы со взрывом БК. Это очень эффектно смотрится, особенно если включена динамическая камера. Разобрал он здесь практически всех противников, очень много урона нанес, 8700 урона на данном этапе уже нанесено. То есть видим, что машина реально способна в урон, если вы знаете, какую позицию выбрать. Поэтому я не стану вам повторять еще раз, как играть на этой машине, в том плане, то, что вы должны понимать, вы танк поддержки, это все этим сказано. Поэтому поддержка должна быть с вашей стороны максимально эффективной. И вы должны выбирать цели для атаки те, которые требуют вашего внимания в первую очередь. Стрелять по всем подряд тоже неправильно. Поэтому, друзья, если я ответил на ваш вопрос в плане того, нужна ли вам эта машина, хотите ли вы ее качать, сразу говорю, новичкам она не нужна, потому что у вас от нее будет гореть и будет формироваться неправильное впечатление от игры. Но если вы игрок, так сказать, средней руки, да, который прекрасно понимает, что ему в бою делать, то эта машина для вас. Так что, если понравился бой, если хотите больше подобного контента, поставьте этому видео лайк, напишите комментарий, что думаете о Леопарде. И пока-пока, до новых встреч в эфире.